Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Алекс 404, посвященному активному образу жизни, друзья. Сегодня у нас стартовал отпуск, и мы с Ирусей, красотусей, сейчас отправляемся, прямо сейчас, в эту минуту, на остров Рюген. План такой, значит, мы сейчас едем на машине, мы пакуем сейчас велосипеды на машину, и едем на машине... Сейчас я вам покажу откуда куда. Так. Мы едем с дома до острова Рюген, а именно до города Засниц. Зелин. Вот. Так это выглядит. Проложить путь. Алло. Короче, 95,6 километров. Нифига себе. Поздновато. Так много? 100 километров? Ладно. Мы же в отпуске. Вот так мы сейчас стартуем. Поедем на машине вот так. Здесь мост такой огромный, красивый. Через него заедем на остров Рюген. И так, на посмотрите, пишется звук. Раз пишется. Потому что я вчера битый час что-то рассказывал, потом оказалось, что микрофон выключен. Здесь мы сядем в городе Селин. Здесь мы где-то бросим машину, припаркуемся, снимем велосипеды, пересядем на велосипеды и пойдем и сядем на кораблик. Тут такие плавают, курсируют кораблики. Давайте увеличим это дело. И на этом кораблике мы проплывем вот отсюда с Селина, я так подозреваю, понимаю, вот так вокруг, вот сюда, в город Гарен. Я так думаю, что он вот так плывет. Может, Герен. А вот он вообще Герен. Блин, какой Герен? Я не могу. Мне это все ChatGPT здесь расписал, ему верить тоже. Гаген. Вот они. Есть вот такие маршруты Селина. Селин, Бабе, Гаген, он прямо вообще всю неделю всегда есть. То есть в воскресенье тоже есть вот Селин, Тизов, но он только понедельник, вторник, четверг. Все. Селин, Бабе, это вообще каждый час, там просто 2 километра. И вот такое еще какое-то по вызову моторная лодка. Это тоже он сегодня не плавает. Я не знаю, что это. Это там через какой-то залив надо просто переплыть. Это паром такой. Короче, остается только вот это направление Зелин, Баба, Гагер. Гагер это вот здесь вот. То есть мы вот так вот здесь выплывем, вот так поплывем, вот это обогнем этот мыс и вот сюда приплывем. Все, здесь мы с велосипедами поплывем. Надеюсь очень, что велосипед тоже может. Сейчас GPT еще на всякий случай уточню. Здесь мы опять пересядем на велосипеды и поедем уже обратно в Зелинс, где стоит наша машина, по дороге ища геотеники. То есть вот так это будет. Вот он Гагер, вот он Селин. И мы вот так вот поедем. Сначала найдем эти два тайника. Попытаемся. Потом вот этот. Потом, наверное, вот этот. И потом вот этот. Вот я их выписал. 4 штуки. 4. Пакуем чай. Ируся уже сделала чаек. Блинчик кислотевый. Выезжаем. Погнали. Сейчас пакуем велосипеды и погнали на Рюген. Включать, надо процесс. Спаковал, да, еще, Эрика? Nee, das wollen wir nicht. Спаковать 2 велосипеда на машину. Так себе занятие. Это все, чтобы это все было рихтик-фест, ничего не отлетело, не знаю, сумки оставил. Хотя, наверное, надо было снять. Сейчас
посмотрим, короче. Эй, привет, Рюген! Заезжаем на мост. Дай сказать-то, а? Югу! Кися! Югу! Были в последний раз на Рюгене. Помнишь? Это было не 8 марта случайно? А? Нет, серьезно? Да, А что было 8? Что было на Рюгене? болтались по лесу, заблудились. Заблудились тогда, да? То есть, получается, это полгода назад мы были? Это этого марта, да, получается? Да. Ну, уже 2025-го? Да. И мы Я тогда... хотела 8 марта, Так, а получил? а получила то, что сказала. А что- получила приключения! Это лучше, чем 8 марта. Что может быть лучше шикарных приключений? В лесу медведи, комары, Ну кабаны. это же не кайф. На 8 марта такие шикарные приключения. Расскажи, что ты думала тогда. Какие у тебя были мысли? Никогда больше не поеду с тобой на велосипеде. И вот не прошло и полгода, и мы снова опять едем на Рюген. И снова искать тайники. Не ходите в лес. Точнее, ну не ходите, не Ты ездите. хотел Если вы сказать, с ездите ним. А потом подумал, на блин, велосипеде. странно, если кто-то с ним будет в лес ходить. Но сегодня у нас та же самая программа, друзья, только еще лучше, еще с пароходами, с теплоходами, с кораблями. Будет прикольно. Оставайтесь до конца, смотрите до самого-самого конца, потому что это будет бомба. Это видео вообще будет супер. Погнали. Селине припарковали машину, вот пересели на велосипеды. 500 метров до Зебрюке. И там мы, ну, до причала, до Хафена, и там мы пересядем. Сядем на пароходик и поплывем в Герин, или дальше вам скажу, куда именно мы поплывем. Людей вообще немного, хотя на дорогах были прямо штау, пробки, потому что люди уезжали сегодня в воскресенье обратно домой во всю Германию. Прямо такие штау, я думал, здесь прямо будет все битком. Нет, так прямо очень спокойно, очень тихо в селении. Очень красивый городишко в такой приморском стиле белом. Вообще кайф. Красивейшее место просто. Людей реально немного, не знаю почему. Сегодня хорошая погода. Вот за что я люблю Ярусю, в том числе, помимо того, что она умница и красавица, что она за любой хипиш. Будет ныть, будет скулить, но поедет с тобой на велосипедах, куда скажешь. И сама еще предложит. И сегодня была вообще ее идея на Рюген. И тут на пароходе, на корабле, это все ее идея. Красавчик. С этими велосипедами он поддерживает прямо на все 100%. Обожаю ее за это. В том числе за это. Не, Кися, а мы же с этими плывем. Или ты хочешь погулять? Спуститься, пофоткаться, не сидели. Да? Окей. Нет. Пирс в селении. Очень красиво. Мы в прошлый раз здесь были, здесь столько народу было. Сегодня прям вообще никого. Можно считать. Ну, разумеется, люди есть, но немного. Ну, красота, да? Идем морожку кушать и искать кассу на пароходик. Прям, я не знаю, почему он называет пароходик, на кораблик. Вот, есть нормальное слово, кораблик. Я называю каждый раз какой-то пароход, самоход, турбоход, как хочешь, но не корабль. Что это? Что это такое? Поэтому есть какой-то диагноз, друзья? Все, не надо кричать, мы все поняли. Мы торопимся, у нас 4 геотайника, так-то на секундочку. Надо найти. Блин, красиво здесь, друзья, смотрите, какие красивые виды, антишведа.
Те же 27 год. Те же кухонные, те же кафе. Ничего не изменилось. И та же стрижка у мужиков. Что и сейчас актуально. Вон, смотри, самолет прямо здесь вот приводнился 1919-1939. Обалдеть. Либо покупался. И Руся раздумывает, какой что за самолет, что я имел в виду. Так. Штука там, по-моему, опускается на дно как-то, но это не точно. Все вот по дороге стали картинки. Волнорез. Один, второй, третий. Возникли первые трудности. И всему виной опять чат GPT. Вообще нельзя верить чату GPT. Прикольная, удобная штука, но он половину врет, короче. Всю информацию надо перепроверять. Вот он сейчас дал, типа, какие-то там, ну, вот эти вот координаты, откуда, куда плывут эти катера. Он мне дал вообще другие вообще населенные пункты. Здесь таких даже нету. То есть абсолютно нету. И я уже все подготовил, все эти координаты тайников по этому маршруту. И сейчас все получается, надо переделывать, новые тайники искать, но потому что здесь до какого даже города в такой он не плывет. Плюс непонятно, что с велосипедами, нигде в рекламах не стоит про велосипеды. Я вот сейчас GPT спросил, что с велосипедами. Да, конечно, бери, вот по 10 евро стоят. Все вообще полностью вранье, не соответствует действительности. Ноль просто. Короче, первые трудности возникли. Ну, по идее, должен быть проход. Вон люди идут. Информационного бюро. Караул. Понимали, что такое чат GPT. Я так подготовился, все выписал, мы проделали такой путь. Я сейчас ему пишу, ты уверен, что он такой, что можно с велосипедами? Он такой, да, можно. В Гагер, вот, без проблем. Я говорю, пишу ему, в Гагер вообще нет такого маршрута. Он мне пишет, вы правы, я ошибся в предыдущем сообщении. На самом деле прямой пассажирский маршрут между Селином, Бабой и Гагером не существует. Прикинь? Офигеть. Вот это вообще, вот это подстава. Народ, остается 15 минут. И вообще туда никто. Что, 15 минут мы как раз туда успеваем. Никто не идет туда. Давай ключикс. В чем? Ну тогда развернемся и пойдем как раз. Что мы теряем? Дай мне ключ. У тебя ключ? Развернемся и пойдем. По крайней мере, мы уже знаем, будем знать. А вдруг они не пускают? Ну, остается 15 минут, но прикол в том, что нету ни одного велосипедиста на брюке. И это очень подозрительно. Мы вроде так почитали, что можно с велосипедами. Пофигу, вот там. А? Дох. Лучше в ту сторону пойдем. Пойдем. Можно, я вижу. Сейчас проверим все. Вон тоже люди. Вон тоже, смотри. А вот люди хотят велосипедами. Ну, что-то они прыгают. Нету ни одного знака, что здесь нельзя на велосипеде. Все. Сейчас проведем разведку боя. Наш корабль плывет. Осталось минут 10, но он еще будет стоять наверняка полчаса. Не смогли мы онлайн купить. Че, доедем до Брюки? Держи. Цаки-цаки. Не выгонят с велосипедами, значит дох можно с велосипедом. Просто
вообще ни одного велосипедиста, ни одного велосипеда. Это очень-очень не похоже на то, чтобы с велосипедами вдох можно было. Вот что корабль слишком быстро приплывает, мы не успеваем. Батискаф выпускается. Прикольно. Ну, что можно, но здесь даже нет условий для велосипедов. Я сейчас вот сношу свой, иду за Ирусиным. Танке, танкиши. Я, Фильдан. Но он не русский, и как бы я не совсем уверен, что он понял, что мы хотим. Сейчас проверим. Все, тут все занято. Садись пока здесь. До выяснения обстоятельств. На корме, может быть, еще что-то есть. Ну иди сходи, посмотри. Не, серьезно, сходи в разведку. Нету, там закрыто. Сели мы, друзья, на корабль. Кстати, вон тоже велосипед. Вон велосипед один есть. Блин, я думал, что у меня камера включается, она была выключена. Так жалко, невероятно. Короче, история такая. С электрическими велосипедами нельзя. Мы такие пришли, уже стоим перед трапом. Я еще раз переспрашиваю этого чувака, говорю, мы с велосипедами можно. Он такой смотрит на велосипеды, с электрическими нельзя. Блин, это как камон. Ира начала упрашивать, ну пожалуйста, сделайте исключение. Нельзя. Я говорю, что за странный закон такой? Он типа, почему? Он такой, потому что он сильно тяжелый для трека. То есть не для парохода, не для корабля, а именно для трепа, ну для трапа, на который они сами забирают эти велосипеды и сами затаскивают их на корабль. В общем, нам повезло, и они нам сделали исключение. 42 евро это стоило с двоих человек вместе с двумя велосипедами. 1,5 часа будет длиться этот фарт, поездка. Но прикол в том, что я еще такого не видел. Во-первых, то, что запрещено электрические велосипеды, раз. И то, что немцы сделали исключение, это два. Как правило, если, что-то нельзя, то это уже нельзя. Ты проси, не проси. И они нам разрешили. И мы плывем. Мы успели. Что скажешь? Мы плывем, с Селина. Это мы были в Селине. Плывем в Заснет. Я был уверен, что у меня камера включена, и я все снимаю. Вот эту торговлю было прикольно. Именно вот эта торговля, как мы их упрашивали. Мы все уже сели, а мы такие, ну пожалуйста, ну пустите. Как мы, Ира. Я просто стоял и удивлялся, что за комишек, пиздец, что это такое.
там народу стоит на пирсе. Вот тут интересный тайник, помнишь, да? Вот прямо на пирсе, вот прямо вот здесь вот на конце этого пирса очень был интересный тайник, и тогда так очень ветрено и холодно было. Мы вот так долго искали, все-таки нашли, потом прыгали от счастья. Это было очень приключенчески. Педики, как они припарковали здесь. Финс. А мы едем дальше. Вдвоем, точнее. Мы не хотим где-то сесть? Вот здесь, Кися? А? Но это будет против движения. Ох, немецкий флаг только что. Красавчик, я горжусь. Настоящий патриот. Как редко увидишь, в Швейцарии здесь флаги. Ну, здесь тоже есть. Я в последнее время замечаю. Ну, не так много. На улицах нет. Ира здоровается с чатом GPT, но перед тем, что смотреть, говорит ему «Алло». Все по-английски. Да ладно. Чего? Начали мы. Вот это мы вовремя попали. Они сейчас... Да. Нам тут попадет. Да, а подводная лодка где? Она здесь где-то стояла, делала. Там, походу, она и стоит сейчас. Или где она? Ну, Заснец, да. То международный порт, а это обычный. Мы прям в самое гущу событий с тобой сейчас попадем. Смотри, вертолеты летаем, да? Обалдеть. Они это все снимают, потому что это шоу мирового уровня здесь прямо. Не знаю, 64 евро это откуда все это смотреть? С вертолета разве что. Смотри, как он на нем завис. Офигеть. Прямо на вертолет как не летает. Снимает. Прямо шоу мирового уровня. С этими яхтами скоростными. Не яхтами, а парусными. Кто сам принес? Мэпцы. Она хотела нас zuerst спустить. А мы не среагировали, я ему сам сказать. In deutschen Gewässern gelingt ausgezeichnet für das deutsche Team zu erkennen hier an den simulierten Flaggen. Да ладно, они что, сейчас прямо стартуют? Они прямо сейчас стартуют? Смотри, они стартуют. Genau, wann der Countdown abgelaufen ist und müssen dann möglichst mit Höchstgeschwindigkeit направление ветра показывается. Dem deutschen Team nach vielen, vielen Schwierigkeiten bei vorangegangenen Veranstaltungen in diesem Fall ausgezeichnet auf dieser ersten Rutsche zur ersten Bahnmarke. Da kommt der Wind genau von der Seite. Und warum ist dieser erste Abschnitt so wichtig? Das ist dieser 400 Meter Sprint bis zur Mark 1. Man sieht es da, diese Boje, die dort im Wasser liegt und der da die Nase vorne hat. Der macht es meistens auch bis ins Finale. Und das deutsche Team hat sich hier direkt an der zweiten Position nach diesem Sprint positioniert mit 90 Kilometer pro Stunde. Водная лодка, музей. Мы на ней были. Она, по-моему, американская. Не с войны, а с периода холодной войны. То есть
надписью на 70-х, по-моему, годов. Подводная лодка. Нету желающих особо посетить ее, а мы были. А я на камеру снимаю, ага. А, кстати, погнали? Ну там еще много всяких было, там попроще всякие кафешки. Гимн. Офигеть, они сейчас гимн поют. И все вон стоят, встали на трибунах. И также Улыкенли и таблет немен. Здесь останемся или пойдем туда? Да, здесь. Можем здесь. Здесь вон туалеты есть еще. Приятно вообще таки себя. Бесплатно смотрит яхта. Соревнования яхт парусников. Наверное, это яхтинг так и называется. Но это не точно. В общем, они отсюда смотрят бесплатно. И это прямо все здесь на короткие дистанции. До 100 км в час разгоняют скорость. Вот, пожалуйста, бесплатно. А там на трибуне 64 евро. Здорово. Капец, интернета все еще нету. Все перекрыли. Нету в палатке, я еще такого не видел, видите? И даже у них Einkaufswagen, эти тележки, тачки, тоже в палатке стоят отдельно, видите? Офигеть. Интернета здесь нету вообще, поэтому мы сейчас поедем по указателям в Селин. Не знаю, с чем это связано, может быть, с этой яхтой, с этими соревнованиями. Я так думаю, чтобы не выкладывали сразу в YouTube, потому что там зрители все снимают на трибунах, и они могут выкладывать сразу в YouTube, а им как бы надо деньги заработать и отбить деньги рекламодателей, и они сами хотят заработать на трансляциях, поэтому я подозреваю, что его здесь прямо глушат или отключили на время соревнований. Такая история. Сегодня будет без тайников. Она едет 5 км в час, сзади скорая, ей пофигу. Короче, интернет какой-то, блин, тормознутый, эти геокэчи, только тайники заранее подготавливать, иначе на месте я бы, конечно, посидел, подготовил, но Иришка сгорает от нетерпения попасть домой. И с ней это, конечно, все не так просто. Я бы, конечно, сейчас посидел, поискал бы тайники поблизости. Ну ладно. Главное, что адвентур, приключения все равно у нас какие-никакие были. Поплавали, покатались. Все в порядке. Давайте погоним. Так, друзья, легли мы на курс. Ехать 25 километров. Едем. Мы едем только с горы уже пару километров. Но правило гласит, если едешь с горы, то рано или поздно начнется и в гору. Прямо затяжной спуск. Такие места на этих мостах. Еще ветрено, блин. Я-то проезжаю, для Руси это, блин, большая проблема. На это проходит пешком, а еще и встречное движение, как будто надо подождать. И на Руси будет пешком сидеть.
Кися, тут надо по дороге. А, шульну. Че, поедем по дороге, может? Все по дороге едут. Тут маленький кусочек надо. Или по тропинке еще поедем, а? Для людей. Называю это. Заехали мы на прору. У меня мечта здесь купить квартиру с видом на Балтийское море. Там с той стороны квартиры, которые выходят на ту сторону, они прямо с видом на море. Там просто море в 20 метрах. Прикол в том, что это не простое здание, оно историческое. И здесь иметь квартиру, да, с видом на море, это просто траум, мечта. Купил, друзья, колу себе за 2,50 в автомате. Думаете, я хотел колы? Нет, я хотел поиграться с автоматом. У нас есть кола. Никогда ничего не покупаю в автомате. Но на велосипеде это почему-то очень интересно. 2,50, не выливайся. Ты чё? Холодненькая, кися. А ну-ка, холодненько. Город, друзья, легендарнейшие здания. Сколько мы здесь были раз, сколько я все это снимал. И все равно это все очень любопытно и интересно. Все, выезжаем мы отсюда на велосипедку. На велосипедку. Ну давай. Это людям, которые купили здесь квартиры. Мам, нету места спокойнее,
и красивее. Ис такой ис. Местная достопримечательность. Так. Бежать вперед. Куда дальше этот автобан ведет? Короче, аккумулятор сел уже походу давным-давно. Я что еду, рассказываю, включаю, выключаю эту камеру. В общем, последние новости воняют этим паровозом. Тут такой паровоз ездит маленький на узкоколейке. И он именно на дровах, на угле. Тут шлейф такой стоит, этого дыма. В общем, мы блукаем, мы вроде бы уже легли на след, вон до Зелина 6,4 километров осталось. Нас Google повел по пляжу, через пляж, типа 6 километров по пляжу, как обычно, Google. И чат GPT им не верьте. Мы сейчас в лесу, друзья, если что, если кто будет спрашивать, Дим. И мы наткнулись на шикарные кусты ежевики, и сейчас мы ими полакомимся. Смотрите, какая красота. Это же не... Это разве не парадиз? Посмотрите, это углеводный парадиз, велосипедист так называем. Дороги здесь никакой нету. Чистый продукт. Получается. Рекомендую. Просто поедьте Засница в Селим, и вы будете... найдете по дороге все, что хочешь, потому что прямой дорожки, велодорожки здесь нету, и надо ездить какими-то чигирями, а на этих чигирях можно и ежевику, и грибочки, всякую ерунду понаходить и порассказать. Все, поехали. Не могу, когда едешь, такое что-то рассказываешь там, а аккумулятор на камере уже давным-давно сел. Капец. Обойдется без леса. Я даже настойчиво хотел в него вот вообще принципиально не заезжать. Типа, если будет показывать, не заезжать. Ну бляха-муха, у тебя не остается других вообще путей просто. Ты едешь такой, так, туда пошел по автобан, по нему не поедешь. Вот тут вроде дома, как бы, ну, поехали. И эти дома плавно переходят в лес. И ты такой, хоп, очнулся, ты уже в лесу. Блин, мы просто здесь в прошлом году конкретно заблудились в лесу. Именно в этих краях. Это прикол какой-то. Ну вот, друзья, я вам скажу типичный случай, когда дорога большая-большая, потом все становится все уже. Но благо здесь вот есть еще шильдики, которые говорят, что Селин еще 5,8 километров. И есть еще люди. Если, я думаю, держаться все-таки большой дороги, то, может, мы в этот раз избежим вот этих вот блуканий. Ну и плюс велосипедисты обнадеживают, так оно сейчас навернется. Тут и без тайников хватает все время приключений. Только бы доехать уже. Люди есть, это обнадеживает. Тебя навигатор сюда и повел. У меня в другую сторону показывал. Но теперь уже эту подхватил. Меня показывал в ту сторону.
Да, на развилке. Но ну его нафиг. Вот. В ту сторону там дорожка уже пошла такая, знаешь, несерьезная. Асфальтишка. Еще из горки. Иху! Опять узкоколейка наша. Приехали, друзья. Очень надеюсь, что нас не оштрафовали, потому что мы оплачивали онлайн за парковку. И также онлайн Ируся продлевала. Но мы продлили до 18, а сейчас уже 18-17. До 19? Ого, сколько ты? 10 евро заплатил за парковку. Ничего себе. После этого мы приехали. Мы не заблудились, а мы на месте. Ура! Километров получилось немного, там 25 или сколько, но было интересно и довольно-таки приключенческие. Тайники мы не искали, потому что то связи не было, то парковка заканчивалась, надо было лететь, то мы дорогу не могли найти, мы такие уже ладно. Приключений все равно достаточно на сегодня, и не обязательно каждый раз искать тайники. Все, друзья, спасибо, кто досмотрел до конца. С вас лайк, подписка, если вы еще вдруг не подписались. Ирусь, скажи, чтобы подписались. Просто повлияй. Скажи, лайкнули. Просто скажи, ну, чуваки, ну что, блин, западло лайкнуть, что ли? Ладно, это стираем, этого не было. Такой, ребятки, ну, блин, лайкните, а. Все, пока-пока. До новых встреч, погнали. А мы погнали домой.